Здравствуйте, уважаемые подписчики, с вами Федор Коннов. Сегодня я хочу в этом видео показать и рассказать, как делаю под кондиционер маленький навесик. Навесик получается 60, ширина у него, длина 1 метр у него. Делаю его из 20 на 20 профильной трубы, 2 миллиметра толщина металла. Вот у нас конструкция. Вот мы собираю ее. То есть я его почти собрал. Вот он получается уже. Это у него ножки 30 сантиметров. Это опорная будет крепиться к стене. Тут изгиб. Изгиб получается на длине 75 сантиметров, а по прямой 62 сантиметра у него. То есть вот так вот в длину он получается 1 метр. Вот такой вот будет навес под козырек. Вот так он будет стоять. Вот пример. Сейчас осталось только еще усилить его, обварить. Усилить здесь дополнительное будет усиление. Тоже так же турбогин полукруг. Также усиление будет у него. И потом он покрасится, прогрунтуется, покрасится он также. И он будет закрыт поликарбонатом 8-миллиметровым толщиной. Ставьте лайки, не пропускайте видео. Следующее. Ставьте колокольчик. А дальше смотрите. Все, каркас проваренный, полностью готовый. Еще усиление сделать осталось у него. Вот здесь по бокам также арочкой сделать усиление. Вот также тут арочку сделать. Вот они у меня почти готовые. Примерно вот так вот он. Вот так вот образ будет. И все. Из этого, таких частей под кондиционер готовый полностью получается козыречек. Сварить его можно за полчаса. Кому интересно, задавайте вопросы, расскажу все параметры
будет в описании. Вот также ставьте лайк, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Вот два козырька я сварил. Вот на один получается, вот второй. Один сделан из 20 на 20 полностью, другой сделан из 20 на 40. Между ними перемычки 20 на 20 труба. В данный момент я их грунтую. Грунтую обычно серой грунтовкой. Обязательно прогрунтовать надо для того, чтобы ржавчина меньше проникала. То есть и краска обычно без грунтовки, как бы она плоховато держится. И выходит, и из нее ржавчина вылазить начинает. То есть также, если грунтовка без краски, то же самый эффект. Чтобы вас надолго хватило и эффективнее, красивее, чтобы смотрелось, ржавчина не вылазила, обязательно грунтуйте. Специальная грунтовка. Вот, грунтовки очень много видов, но смысла особого как бы я не вижу. Разница какая грунтовка. Мне советовали там специальную какую-то, но я много раз пользовался обычной дешевой грунтовкой. А красить я буду основной краской молотковая краска, кузнечная, графитовая, черный цвет. Но в данный момент вот я прогрунтовал низ. Сейчас я их перевернул и прокрашу грунтовкой основания. Ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, а дальше смотрите. Ну вот, все я прогрунтовал. Сейчас могу показать поближе немножко вам камеру. Сейчас камеру возьму. Вот козыречек будет под этот, как он называется, под сплит-систему. Вот он козыречек, дуга, одна дуга, тут повторяющая дуга, повторяющая не до самого кончика, на 9 сантиметров выше, потому что это как дополнительное усиление будет получать, чтобы нагрузка на него не влияла. Ну, еще раз напомню размеры. В длину она у нас идет метр. И по дуге она идет 63 сантиметра. Так у нее по прямой идет 52 сантиметра. То есть вот второй козырек. Второй козырек идет 20 на 20. Все то же самое. Только труба чуть потоньше. Еще один момент. Крепиться он будет на нагеля.
То есть сверло диаметром 6 просверленное, чтобы нагелями закрепить. Вот, одно отверстие внизу делается почти в самом низу, а одно идет между арки. Вот, в общем, вот так вот 2 козыречка уже прогрунтованные, готовое все. Сейчас подсохнет, минут 15-20, погода позволяет, высыхает, обветривается быстро. Не забывайте ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчик нажимайте, чтобы не пропустить следующее видео, потому что еще дальше объекты очень интересные, красивые, с ковкой, холодной ковкой, горячей ковкой будут, то есть очень много будет процессы, будут именно сниматься в подробностях. Сейчас вам расскажу далее, как накручивать поликарбонат. Вот перед этим я показывал то, что я загрунтовал. Теперь вот краской покрасил основной, молотковой, графитовой, козыречки для кондиционера. Вот, потому что кондиционер нагревается. Заказчик заказал сильно прямые лучи у него от солнечные, и сильно нагревается, толков от него особо нету. Вот решили сделать козыречек. Все уже готово, как раз покрашено, загрунтован. Вот. Под поликарбонат. Поликарбонат 6 мм толщиной. Сейчас я вам расскажу, с какой стороны нужно его крепить. То есть нижняя часть это должна быть гладкая. Как вы видите, верхняя часть рифленая немножко. Есть, конечно, и обе части гладкие. Но в данной эта вот модель, которую я взял, она стелится рифленой наверх, а нижняя гладкая на низ. Это правильное нанесение покрытия поликарбоната, точнее. Ну вот, так вот крепим. Шурупы у нас получается 25-е, кровельные, со сверлом. Они со сверлом. И вот такими вот шайбочками с резиночкой, которые прижимают, чтобы вода не проникала. То есть с ними вместе идут такие маленькие, но маленькие я убираю и ставлю их в большие. Вот таким образом мы закрепляем поликарбонат. То есть получается вот так вот выглядит. То есть дугу где-то через 15-20 сантиметров закрепить. И переднюю часть и заднюю часть сантиметров через 10 крепить поликарбонат. То есть сейчас я вам покажу, как это на итоге уже получил. Первый козырек я собрал. Это уже второй козырек. Еще стыковочные эльки. Обязательно нужно вставлять торца и перед. Закрывать, как бы это вид красивее делает. Вот. И большинство для этого. Ну и чтобы влага не попадала туда, влага, пыль не попадала. То есть вот такой козырек уже готовый один. Вот 2 козырька готовы. Все. Вот не забывайте, друзья, подписываться, ставьте лайки, следите дальше за видео. Дальше будет более интересней. Спасибо большое за просмотр. Всего доброго. До свидания.